Всем привет! Сегодня у нас тема очень интересная. Это вот такой достаточно сложный случай. Специально, кстати, вывела число, потому что это было не почти, а прям 2 года назад. В общем, обратилась клиентка вот с такой вот необычной трещиной, которая выглядывала из-под кутикулы, и выглядывала она вот где-то всегда в середине. Напишите в комментариях, если у вас бывали в практике такие случаи, пишите, кто, как, чем справляется, а я расскажу и покажу об этом случае в динамике, потому что у меня есть ее последующие визиты, и можно будет посмотреть, как в итоге это выглядело. Что я сейчас, собственно говоря, показываю. Обратилась девушка и говорит, вот у меня треснул ноготь посередине, страшно, непонятно, неприятно. Я, естественно, пригласила ее на прием, в салон. Вот сейчас я осматриваю именно толщину покрытия, потому что первая мысль, которая закралась в мою голову, что, скорее всего, наверное, эти ногти толстоваты и они тяжеловаты. Видео от 22 года, и тогда еще, конечно, не было вот этой современной модной техники, когда мы делаем супер тонкие ногти, новая выкладка, и именно это является причиной вот таких трещин. На умном такая трещина называется каналообразная дистрофия. Очень интересно, ничего не понятно. Какое-то время назад мы все ошибочно считали, что такая трещина называется анихорексис. Но анихорексис — это когда трещинка идет от свободного края, а каналообразная дистрофия — это когда от кутикулы. Но, в общем-то, как я это ни называю, проблема от этого не исчезает. Многие ошибочно полагали, я, кстати, в том числе, путались в терминах. А все потому, что я вообще человек, который не силен в терминологии, но зато у меня отлично работает голова. Поэтому вернемся к нашему случаю. С названием разобрались, теперь мы хотя бы знаем, как зовут нашего врага, знаем его в лицо. Что же из себя представляет эта каналообразная дистрофия? Начнем со слова дистрофия, и хочу сделать такую небольшую сноску, что аниходистрофия, наверное, словосочетание, которое вы слышали, это не какая-то определенная болезнь или не какое-то определенное состояние, а общее название любого отклонения в состоянии, в виде и качестве ногтей. То есть вот все, что угодно, что произошло с нашими ногтями, что не является нормой, называют аниходистрофией. Поэтому все-таки это немножко не диагноз, а такое, так скажем, общее название. И вот аниходистрофии, они подразделяются на разные, всем известные анихолизисы, анихошизисы и прочее. И вот здесь, среди этих друзей и товарищей, у нас есть каналообразная дистрофия. Что мы здесь имеем? Мы имеем ногти, перегруженные материалом, как я показывала в начале, какие-то из них были до 3, 2,7, 2,5 миллиметров в толщину. Это прям много, это прям объемно. И способ выкладки материала в данном случае был с такой ступенькой, с бугорком возле кутикулы. Собственно говоря, в большинстве случаев именно это является причиной. Я на всякий случай еще дополнительно проконсультировалась с коллегой, зовут Елена Поробова, наверное, многие знают ее канал. Если что, обязательно переходите. И основываясь на нашем общем опыте, мы пришли к выводу, я думаю, что практикующие специалисты-подологи, они тоже смогут дать свою оценку, возможно, даже здесь в комментариях. Обязательно пишите, как у вас с этим проходят дела. Но в общем и целом, основной причиной таких трещин на ногтях является не совсем корректная выкладка материала, то есть его излишний объем в верхней трети ногтевой пластины. Если сейчас мы гель оттягиваем, и у нас возле кутикулы нет ступеньки, то это в большинстве случаев те техники, которые использовались раньше, когда мы выкладывали вот такую горочку, чтобы у нас был апекс, чтобы были такие блики, и, соответственно, получали вот такой эффект. Как же это работает? То есть из-за чего это на самом деле еще происходит? Просто физически. Я думаю, что ни для кого не секрет, что все наши материалы, которые мы используем, они в процессе затвердевания в лампе, который называется полимеризация, они там сжимаются. Вот именно поэтому, кстати, гель-лак на ноги делать нельзя, потому что он начинает сдавливать ногтевую пластину, то есть из прямой он ее начинает скручивать. То же самое может происходить на руках, особенно когда очень-очень много объема. Вот это и может являться причиной того, что ногтевая пластина элементарно не выдержит и просто треснет, потому что каналообразная дистрофия, по-русски говоря, очень просто, это банальная трещина. И вот сейчас я показываю на большом пальчике, иногда эта трещина может прям уходить туда, вовнутрь под кутикулу, то есть как будто это где-то там треснуло, потому что это там на самом деле и треснуло. То есть трескается не там,
там, где у нас сейчас находится наша гель-лак там, или база, или что у нас, а именно там внутри. Просто в процессе затвердевания материала, если его было больше, чем нужно, он у нас начинает сдавливаться и, конечно, трескается не там, где он есть, а чуть-чуть выше. Вот сейчас результат у нас первой зачистки. Что нужно сделать на первой зачистке, я сейчас расскажу. Перво-наперво нужно, естественно, снять все искусственное покрытие, оно нам здесь больше не нужно, потому что это не будет пользой. А после этого, конечно, мы полностью избавляемся от всей длины свободного края, то есть должно быть коротко, как на видео. Все подстригаем, все опиливаем, убираем, никакого материала оставаться не должно. И дальше нужно будет обработать сами трещинки. Это было видно на видео. Обработка очень-очень простая, в случае, если трещина, конечно, не глубокая. Вот здесь прикреплю варианты глубокой трещины. Это когда трескается полностью вся ногтевая пластина, и наружу может выйти, ну, такое, как сказать, ну, что-то типа шарика. То есть видно, что какое-то что-то типа новообразования. Вот здесь на видео вы наблюдаете достаточно простой случай такой дистрофии, когда треснули верхние слои ногтевой пластины, и мы просто смогли это зачистить путем удаления всего, что мешает и торчит. А это она уже вернулась через месяц. Я вот напоминаю картинками о том, что ногти выглядели вот так, мы сделали обработку, и через месяц уже она приходит вот в таком состоянии. То есть все уже снивелировано, сведено на нет, и сейчас мы просто уже сделаем обработку. Вот дополнительные фотографии, как выглядит спустя месяц после зачистки. Давайте еще раз я повторю. Основная мысль заключается в том, что если вдруг попадается такой клиент, то мы убираем все искусственное, сносим всю длину, потому что она дает нагрузку и трескаться может продолжать дальше. Этого делать нельзя, естественно. Покрытие никакое делать ни в коем случае не рекомендуется, потому что она продолжит сжимать ногтевую пластину. То есть не какое-то там магическое вредное действие, а вполне себе объяснимое, просто сжимает, поэтому не будем испытывать судьбу и продолжать это пагубное воздействие. И из методов работы, конечно, нужно выполнить очень-очень простую зачистку, которая была показана в первом ее визите. Просто все торчащее мы раскрываем. Но это случай, когда у нас трещина произошла в верхних слоях. Вот сейчас вы наблюдаете вторую повторную зачистку. Я уже обрабатываю не твердосплавными фрезами, как в первом случае, а уже дорабатываю такой достаточно щадящей алмазной насадкой по верхнему слою, просто нивелирую эту поверхность. Мы ее сглаживаем. На данном этапе я также не рекомендую делать покрытие. Нужно дождаться полного отрастания ногтевой пластины, ее полного восстановления. И, конечно, все мастера, которые сталкивались с этим или когда-то столкнутся, вас всех ждет, конечно же, работа с возражениями клиента. Потому что она скажет: блин, я не могу ходить без ногтей, да что обо мне подумают, да мне надо на работу. Ну и перечислите в комментариях, какие еще аргументы приводят наши любимые клиенты, когда ты говоришь им, что, блин, ну извини, как бы пока ты будешь ходить вот как-то так. Тут в большинстве случаев, конечно, мастера говорят: ну как, я же не могу ее заставить, она сейчас пойдет в другое место, и там она эти ногти покроет, там, может быть, мастер не знает, что так делать нельзя. Да, от этого никто не застрахован, но надо помнить одну очень простую истину, что за другого человека прожить его жизнь нельзя. То есть мы не можем за них делать правильный выбор. Да, здесь это похоже на сердечко. Кстати, достаточно типичная для этого форма, для такой трещины. Возвращаемся. Мы не можем за клиента жить его жизнь, мы не можем за клиента делать правильный выбор, но как специалисты, мастера маникюра, подологи, как бы вы себя ни называли, вы можете и должны, и просто обязаны рассказать, что будет, если человек продолжит покрывать такие ногти. А будет, кстати говоря, ничего хорошего. Вот здесь тоже добавлю картинку, какие же могут быть последствия. Картинка выехала, и давайте словами объясню на очень простом языке. Трещина будет разрастаться, она будет увеличиваться, треснуть может вообще весь ноготь, наружу вылезает вот это ногтевое ложе, которое превращается в такую некую грануляцию, там уже вас ждут визиты там, на УЗИ, к врачам и так далее. Не факт, что вы найдете специалиста, который поможет вам с этим справиться. Да, есть случаи, когда это срабатывает, но на выходе можно иметь очень-очень плохой результат, вплоть до рубца, и невозможно
возможности иметь красивую ногтевую пластину. Ну, в нашем случае все закончилось успешно, уже прошло 2 года, с девушкой полный порядок. Результат после второй зачистки у вас на экране. И, конечно, обязательно пишите в комментариях, были ли такие случаи, как вы справлялись, что вы об этом думаете. Ну, а кто досмотрел до конца, хочу сказать вам большое спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, комментарий. И с вами была ваша Лаврентьева Алена. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!